Всем привет! Я рада вас приветствовать на своей кухне, где сегодня я делала шоколадный торт Прага. Конечно же, мы все привыкли, что Прага – это шоколадные коржи с коньячной пропиткой. Сегодня я не делала коньячную пропитку, так как прежде всего учитываю пожелания родных, друзей, в общем, тех, для кого я делаю этот торт. В описании я укажу ингредиенты, которые понадобятся для коньячной пропитки. Что немаловажно, этот торт делается из элементарных продуктов, которые всегда есть в доступе, да и приготовление не назовешь сложным. Поэтому я думаю, что любая хозяюшка, даже с минимальным опытом выпечки, сможет его приготовить. Тем более, что результат получается очень и очень вкусным, очень и очень шоколадным. Оформить этот торт можно так, как подскажет ваша фантазия. Если торт будет подвергаться транспортировке, то, конечно же, лучше его выровнять ганашем и сделать либо мастичное оформление, либо сверху ганаша полить глиссажем. Очень даже красиво получится. Я настоятельно рекомендую вам приготовить этот шоколадный торт, который мы между собой называем «Моя Прага», для своих близких, так как это сделала я для своих родных. Ну и я думаю, предисловие и так немного затянулось, мои гости уже практически на пороге, а я желаю вам приятного просмотра, удачи в ваших начинаниях, всего вам самого доброго. Начнем приготовление торта мы с бисквита, и для этого мне понадобится 2 яйца, растительное масло без запаха, сливочное масло, молоко. Также еще нужно будет уксус. У меня винный 6%. Можно любой использовать, но только главное, чтобы до 6% он был. Также все сыпучие ингредиенты я смешала уже, ну, еще пока не смешала, но соединила в одной чаше какао, мука, сахар, соль и сода у меня здесь. Аккуратно все это перемешиваем, чтобы у нас получилась такая однородная смесь. И теперь все без особых премудростей мы соединяем в чаше для взбивания. Так, сначала все сыпучее. Сюда же отправляем яйца, растительное масло, мягкое сливочное масло. Кстати, ингредиенты, ну я имею в виду яйца, молоко и сливочное масло должны быть комнатной температуры, поэтому заранее позаботьтесь об этом, достаньте с холодильника. Молоко. И нам нужна будет 1 столовая ложка уксуса. И реакция у нас пойдет прямо уже непосредственно в тесте. И все хорошенечко вот так вот перемешаем. Ставим взбиваться смесь где-то примерно 4-5 минут. Все взбили. Теперь мы будем переносить тесто в форму. Форму я уже заранее застелила пергаментом дно. Можно не использовать пергамент, можно просто дно смазать сливочным маслом, тоже очень хорошо корж отойдет. У меня форма 20 сантиметров в диаметре. И мы перемещаем сюда наше тесто, которое должно заполнить примерно половину высоты формы. Вот примерно так и получилось, половинка. Так как у нас корж, он вообще в 2 раза больше поднимется, поэтому как раз вот половинку будет вполне достаточно. Слегка распределим вот так вот тесто. И отправляем в духовку, разогретую до 175 градусов, примерно на 45-50 минут. Выпекать нужно до сухой зубочистки. Время выпекания, конечно же, будет зависеть от вашей духовки, от вашего духового шкафа. Отправляем. Пока выпекается бисквит, мы займемся приготовлением заварного шоколадного крема. В чаше, которую я буду ставить на водяную баню, я смешиваю 4 желтка, сахар, перемешаем. Теперь сюда же добавляем крахмал. Можно это сделать с мукой. Я буду сегодня делать с крахмалом. Добавляем необходимое количество. Сюда же добавим какао. Перемешаем и будем добавлять сюда молоко. Количество ингредиентов я укажу ниже под видео. А более подробный процесс приготовления шоколадного заварного крема вы также сможете найти по ссылке в описании. Смесь ставим на водяную баню до загустения. Заварная основа готова, нам остается лишь ее остудить. Я буду остужать на холоде, прикрыв массу пищевой пленкой. Бисквит выпекался 45 минут. Как я и говорила, до сухой зубочистки. Немного остыл в форме, и я его уже извлеку. Сниму верхнюю вот эту вот шапочку, так как она, видите, немного выпуклая получилась. А я хочу, чтобы мой тортик был ровный. И разрежу его на 3 коржа, пока он теплый.
Разрезать я буду с помощью нитки. Так. И еще на один корж в круговую делаю надрезы. Затем, можно сказать, бабушкиным способом будем разрезать. Крест-накрест скрещиваем нитку и вуаля. Получаются ровные коржи. Бисквит получается достаточно влажный, поэтому пропитывать я его не буду. А пока коржи будут полностью остывать, мы доделаем крем. Остывшую заварную основу мы должны будем соединить со сливочным маслом. Комнатная температура. Но прежде чем это сделать, масло необходимо взбить до бела. Теперь в несколько этапов, примерно наверное, в три раза, наверное, я буду вводить. И после каждого добавления заварной основы необходимо перемешать до однородного состояния. Если вы хотите, чтобы крем был более устойчивый, можно поместить где-то примерно на полчасика чашу в холодильник. Я буду сразу собирать, переношу в кондитерский мешок. И можно уже собирать торт. Количество крема вы можете сами контролировать, кто как больше любит. И следующий. У нас осталось много крема, поэтому мы решили, что мы полностью выровняем боковину тортика. Не будем оставлять вот эти капельки. Полностью выровняем. И верхушку тоже. Отправлю тортик в холодильник примерно на часик. Когда крем схватится, я смогу немного подправить тут выравнивание, сделать его более ровным. Тортик в холодильнике уже подостыл, и прежде чем доводить поверхность, так скажем, до ума, мы приготовим шоколад, которым будем поливать его. Сливки ставим на огонь. Нам не нужно их кипятить, нам нужно их только разогреть, чтобы шоколад расплавился в них. Бросаем шоколад. И будем ждать, пока он растопится. Перенесем смесь в кондитерский мешок, чтобы она быстрее подостыла. Дырочку пока я делать не буду, отрезать кончик. Сейчас закончим выравнивание тортика, и тогда уже прямо непосредственно перед самой поливкой отрежем. Подровняем немного поверхность тортика. Долго мы мудрили, как же оформить поверхность тортика. В самом начале я хотела покрыть ганашем и полить сверху глиссажем. Потом передумали, решили делать голый торт. Потом опять же передумали, решили выровнять все это кремом и полить шоколадом. Зачищаем поверхность вокруг торта, чтобы все было красиво и аккуратно. Шоколадная смесь остыла, прям в мешочке. Тортик с холодильника, сейчас начнем поливать. И аккуратно разровняем. Оформим тортик мы различными сладостями шоколадными. Конечно, оформление у меня больше рассчитано на детей. Будем ставить киндер-сюрпризы, шоколадки, Орео, кит-кат. Так, все подготовили, приступим к оформлению. Здесь у меня еще осталось несколько безешек. Я думаю, может, они тоже вполне подойдут под оформление. Будет несколько таких светлых пятен среди шоколада. И последний, так скажем, штрих. Покроем немного шоколадные яйца кундурином золотым.
Все отправляем в холодильник для того, чтобы вся эта поверхность, вся эта конструкция подостыла немножко. Вот такой вот мега шоколадный тортик получился. До полноценной праги не хватает лишь коньячной пропитки и прослойки абрикосового джема. А так полноценная прага. Но это как бы дело вкуса. Можно пропитывать коньячным сиропом, можно нет. Это кто как любит. Сейчас разрежем тортик. Даже по внешнему виду видно, насколько торт получается сочным, мега шоколадным. Даже на вид уже очень-очень вкусно. Добавим неотъемлемый элемент любого дня рождения. И все. С днем рождения меня! А я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого доброго!